Привет, мои дорогие вязальщицы! Вы на канале Пора Спицы, с вами я, Тоня Февралева. Я вам сегодня хочу показать классный способ закрытия петель на резинке 2 на 2 либо 1 на 1. Смотрите, вот этот способ у нас обычный, по 2 петли вместе лицевой, либо 2 петли вместе изнаночной. То есть либо так мы вяжем, либо все по 2 петли вместе лицевой, либо вот так вот все петли по 2 петли вместе изнаночной. А тут у нас вариант, который я сейчас покажу. Посмотрите, какой он ровный. Край у нас не растянут, как здесь. То есть, если вы вяжете вещь от, ну, например, свитер от горловины вниз, да, когда вам нужно, например, манжет на рукаве закончить и закрыть петли, то этот способ однозначно лучше, чем вот этот обычный, привычный. Обычно мы провязываем самый обычный способ: 2 петли вместе лицевой, вернули петлю, снова 2 петли вместе лицевой, вернули петлю, либо 2 петли вместе изнаночной, вернули петлю, опять 2 петли вместе изнаночной и так далее до конца. Для резинки 2 на 2 либо 1 на 1 можно закрыть петли более красивым способом. Смотрим, первая петля у нас лицевая, значит мы провязываем 2 вместе лицевой. Следующая петля у нас снова лицевая, значит мы возвращаем петлю и провязываем снова 2 петли вместе лицевой. Дальше перед нами изнаночная петля, значит мы возвращаем и провязываем 2 петли вместе изнаночной. Следующая петля тоже изнаночная. Какая следующая петля, так мы и провязываем 2 петли вместе. Дальше у нас лицевая, провязываем 2 вместе лицевой, опять лицевая, изнаночная, изнаночная. Надеюсь, вам понятен алгоритм действий. Какая следующая петля, такую мы и провязываем. И посмотрите разницу. И краешек идет как бы зигзагом и очень эластичный край. Разница налицо. Ну что ж, я надеюсь, вам это видео будет полезным. Надеюсь, этот способ вам пригодится. Пишите в комментариях, знали ли вы такой способ или первый раз увидели. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень люблю, ценю и уважаю. Желаю вам всего самого хорошего, вам и вашим близким. С вами была Тоня Февралева. Всех нежно обняла. Пока!